В старину для каждого цвета использовалась отдельная ложка. Особенно это касалось белил, потому что, как вы понимаете, дерево, оно имеет свойство впитывать в себя цвет. То есть если со стекла мы взяли, легко смыли, то в дереве оно где-то там оставалось. И цвет этот мог быть уже не чисто белым, а с примесью того цвета, который растирался перед ним в этой деревянной плашечке. Процесс в старину называли творением. И как происходит процесс творения? В ложку клали не более половины чайной ложечки сухого пигмента, разбавляли желтковой эмульсией, также пол чайной ложечки, и растирали это пальцем. Делали это не просто кончиком пальца, но двумя суставами. Это я здесь делала просто вот, когда я делала, то я просто пальчиком, а ложка, она имела больший размер. Может быть, вы помните, когда-то, во всяком случае, в моем детстве были такие большие ложки деревянные там для варки варенья. Вот. И вот такими двумя суставами, вот этими растиралась эта масса пигмента с желтковой эмульсией в деревянной ложечке. А мы сейчас приготовили яичную темперу немного иначе, потому что этот способ, о котором я рассказала выше, пригоден для мелкотертого пигмента. Если в пигменте присутствуют более крупные фракции, а это особенно характерно для натуральных пигментов, вот как я показывала, охры натуральные, охры красные. Вот, например, еще есть, я не помню даже уже, как называется, потому что... Сейчас я открою баночку. Я не помню, как называется этот пигмент, потому что у меня не сохранилось название. Если кто-то может подсказать, то, пожалуйста, напишите в комментарии. Но видите, он вообще такими кусочками, и они довольно плотные. То есть это не просто как охрочка, глина. Это такие, как маленькие камешки. Такой пигмент, он, как видите, с более крупными фракциями. Это особенно характерно вот для натуральных пигментов, как я сказала. Потому что такие пигменты химические, вот как кадмий желтый, кадмий красный, в общем, разные группы кадмия разных, они очень легко растираются. Они просто, их можно пальчиком растереть вообще без даже курантов. Я очень часто растирала таким способом, пользуюсь в работе, потому что иногда ты торопишься, и выдерживать там какое-то время нет смысла просто, потому что они реально легко растворяются с желтковой эмульсией. Смысл всего этого растирания в том, чтобы в растертой краске не должны прощупываться крупинки пигмента. Как я уже сказала, что я для этой цели использую стекло, которое отматировано наждачкой, и это очень легко можно сделать самому, в принципе. Курант из камня, я не помню, как этот камень называется. Мне кажется, что это кремний, потому что, насколько я понимаю в камнях, то кремний относится к таким более твердым камням, которые могут выдержать вот это размалывание. Сейчас продаются и хрустальные куранты, и стеклянные. То есть, если есть возможность, можно купить готовый. Но у меня просто в те времена ничего такого еще и не продавалось, и я выходила с положения. Во всяком случае, курант из камня должен быть тверже, чем те минералы, с которыми мы иногда работаем. Я еще более подробно сниму отдельное видео о пигментах, так чтобы как бы более структурно с ними мы познакомились, потому что эти знания, они во многом помогают. В процессе творения пигмент соединяется с эмульсией и становится одним целым веществом такой сметанной консистенции, не густой сметаны. Еще для творения использовали иногда кафельные плитки
с шероховатой поверхностью. И вместо каменного куранта использовали притертые стеклянные пробки. А раньше, я помню, встречались такие вот у нас дома, был такой графин для воды, и там такая была стеклянная пробка. Вот такие вот вещи также в какой-то период использовали. Я сейчас хочу как бы завершить все то, что я показала. Мы на плитку или стекло насыпаем порошок, несколько капель эмульсии, растираем круговыми движениями, потом добавляем по необходимости еще немного эмульсии и еще растираем. И потом аккуратно собираем все в емкость для работы. Чем меньше количество порошка будет на плоскости, тем легче и быстрее мы можем его растереть.